Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Меня зовут Ирина, и я уже давно живу в Болгарии. И сегодня я расскажу вам, куда и как можно устроиться на работу в Болгарии. Где искать эту работу, какие вакансии самые востребованные сейчас и какие зарплаты. И самое главное, как не надо устраиваться на работу. Потому что в этом случае вы можете не только не заработать, но и потратить свое время и деньги впустую. Ну, во-первых, чтобы проблем с оформлением у вас не возникло при оформлении на работу, у вас должно быть ПМЖ, ДВЖ или гражданство Болгарии. По ВНЖ в Болгарии на работу не берут. Можно устроиться по ВНЖ, но это очень сложно. Проще с ВНЖ открыть собственное дело. Это в Болгарии сделать несложно. Об этом я могу рассказать вам в следующем видео. Если вам интересно, пишите в комментариях, и я расскажу. Искать работу в Болгарии, наверное, лучше всего на сайте JobBG. Можно еще посмотреть и на сайте Allo.bg, но там вакансий меньше. Какие же вакансии есть сейчас? Для мужчин больше всего это строительные специальности, водители, ремонт автомобилей, на заправке, на автомойке, бармены, ну и, конечно, айтишники. При этом строителям, водителям, ремонтникам автомобилей не требуется особо знания болгарского языка. Но и зарплаты на этих должностях в основном минимальные. То есть, если учесть, что минимальная заработная плата сейчас 1077 лев, то на руки вам будут платить примерно около 900 лев в месяц. Но это самая низкая заработная плата. Это только на автомойках, заправках и общим работникам в строительстве. Ну и что-то в этом роде. Если же вы специалист в строительстве, то можно найти что-то более выгодное или открыть свое дело. Но тут есть свои сложности. Еще одни из самых востребованных профессий в Болгарии – это повара, бармены и работники кухни. Но для бармена нужно знать болгарский, хотя бы на начальном уровне. Особенно эти специальности востребованы в летнее время года, вернее, с апреля по октябрь. Но и зимой можно устроиться поваром или барменом. Зарплата у повара в среднем от 1600 до 2000 лев, то есть 800–1000 евро. А у бармена меньше. И это не потому, что у бармена будут еще и чаевые. Во многих больших отелях нужны бармены, где чаевых не будет. Это там, где все включено. И бармены без денег наливают то, что хотят люди. И, естественно, чаевых в этом случае им тоже никто не дает. Да и вообще в Болгарии чаевые дают даже в обычных заведениях далеко не все и мало. Поэтому на это лучше не надеяться. Теперь перейдем к айтишникам. В этой специальности очень большой разброс цен. Если вы, например, программист очень высокого класса, сеньор, то я думаю, что вам и нет надобности искать работу в Болгарии. Вы найдете себе что-то удаленно и более выгодно, чем в Болгарии. Если же вы начинающий айтишник, но все же какой-то опыт у вас есть, то вам могут предложить в Болгарии от 2000 лев и выше. Но не намного. Большие деньги, то есть от 4000 и выше, могут платить здесь только программистам-сеньорам. И то найти такие места совсем непросто. Проще работать удаленно. Теперь поговорим о работе для женщин. Самые распространенные вакансии – это официантки.
Но это для молодых и хоть немного знающих болгарский. В летнее время и вообще это очень востребованная профессия. Но и зимой можно устроиться. Зарплата от 1200 и выше. Ну и обычно чаевые есть. Но опять же скажу, на большие не надейтесь. А для женщин в возрасте и без знания языка это в основном только уборщицы. Опять же, летом это самая востребованная вакансия, потому что в каждом отеле нужны горничные, по-болгарски камерьерки. Да и зимой есть такие вакансии. Зарплата в прошлом году летом у горничных была от 1200 до 1500 лев. С нашего села работало несколько человек. Я разговаривала с одной женщиной. Она рассказала, что еще и предоставляют жилье. Ну, это комната на несколько человек в этом же отеле. И питание. Но чаевые, которые иногда люди оставляют за уборку в комнатах, им не доставались. Потому что кто-то из вышестоящих работников перед уборкой комнат проходил по ним и все чаевые собирал себе. А потом уже шли уборщицы. Думаю, не везде так, но все же. Еще много вакансий в продуктовые магазины. И в большие супермаркеты, и в маленькие. В такие большие супермаркеты, как Lidl, Kaufland, часто нужны люди. Видела недавно объявление в одном из них. За полный рабочий день, то есть за 8 часов, предлагают 1500 лев. Плюс 200 лев продуктовыми карточками. Со второго года зарплату поднимут, кажется, до 1700 лев. Но работа там не самая легкая. Если бы еще первые 2 месяца платили по 1500, а потом поднимали, то это еще более-менее. В маленьких магазинах зарплата примерно такая же, а то и меньше. При этом требуются в основном продавцы в круглосуточные магазины. Хоть таких магазинов немного, но такие объявления есть всегда. Мало желающих работать по ночам. А вот в маленькие непродуктовые магазины устроиться очень сложно, даже за минимальную заработную плату. Потому что здесь, в Болгарии, люди новые вещи покупают очень редко. И маленькие магазины, в которых продаются вещи, обувь, сумки, детские игрушки, обычно стоят пустые. Ну, несколько человек зайдет за день, и все. И держать продавцов невыгодно в таких магазинах. Обычно хозяева этих магазинов работают сами. Да и то вскоре обычно закрываются. А если все же где-то в такой магазин и требуется продавец, то желающих устроиться туда полно, даже за минимальную заработную плату. Потому что целый день сидишь в теплом помещении, почти ничего не делаешь, и за это тебе еще и деньги платят. В Болгарии это очень востребовано. Особенно пенсионеры любят работать в таких местах. Но я таких объявлений даже не видела. Хотя разговаривала как-то с одной болгаркой, работающей в таком магазине. Она жаловалась, что платят мало, минималку, но искать что-то другое не собиралась. А минималка с этого года стала 1077 лев. И еще расскажу сейчас о самой распространенной вакансии в течение всего года в Болгарии. Это агенты недвижимости. Но тут все непросто. Поэтому и нужны они всегда. Итак, в чем причина? Потому что в 90% случаев этих вакансий зарплату они платить не собираются. В Болгарии могут принять на работу по трудовому договору и по гражданскому. Трудовой договор – это обычный договор, где работодатель указывает заработную плату и другие условия. При этом
Ассигуровки, то есть налоги за вас, он платит сам. А гражданский договор – это совсем другое. И в гражданском договоре обычно просто указано, что вы будете работать за какой-то процент от сделки или что-то в этом роде. Я лично не видела гражданские договора, но знаю женщину, которая работала в агентстве недвижимости именно по такому договору. Она проработала там, кажется, 4 месяца. Ей обещали какой-то процент от сделок, но ни одной продажи она не заключила. Хотя работала очень много и часто возила своих клиентов куда-то показывать недвижимость на своей машине и на своем бензине. И это ей никто не возмещал. В итоге она проработала все лето, потратила кучу денег и не заработала ни одной статинки. И ушла с работы. Самое удивительное, на мой взгляд, что они, при том, что они ей ничего не платили, вынуждали ее сидеть в офисе, ну или ехать показывать жилье все рабочее время, то есть 8 часов в день. Потому что так было указано в договоре, который она подписала при устройстве на работу. Поэтому будьте внимательны, когда подписываете договор. Не поддавайтесь на пустые слова, что вы сейчас будете продавать по 10 квартир в месяц и зарабатывать по 10 тысяч евро. Да и вообще, внимательно читайте то, что подписываете. Хотя в трудовых договорах обычно зарплата пишется минимальная, а не та, которую вам обещали. Это, во-первых, чтобы платить меньше налогов, да и для многого другого. Работодателям так экономнее. Вот так в Болгарии устраиваются на работу. И такие вакансии сейчас самые популярные. Поэтому очень часто многие открывают свой собственный бизнес. Но с этим, я скажу, все непросто. И у меня был бизнес, свой кафе-бар и магазин. Могу рассказать об этом более подробно. Если вам интересно, пишите в комментариях, и я сделаю видео об этом. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока!